Привет, меня зовут Сергей, и сегодня мы с вами сделаем вот такой веселый карандаш. И если хотите, можете сделать даже не один карандаш, а целую коробку карандашей разных ярких цветов. Кроме этого, вы можете делать карандаши более длинные, более короткие, и получится даже целая семейка карандашей. Вот здесь я вместо глаз использовал бусины, поэтому они выглядят более живыми. Ну а здесь просто резиночки, и тоже получается здорово. Ну что ж, поехали! Приготовьте ваш станок. Ряды на нем расположите так, чтобы центральный немножко выходил вперед по сравнению с двумя крайними рядами. Открытые стороны столбиков должны смотреть на вас. Плетение мы будем осуществлять вот на этой части станка. Плетение начнем с верхней части карандаша, с того места, где находится ластик. Затем перейдем к корпусу карандаша и, наконец, закончим плетение созданием грифеля, то есть той части, которой карандаш пишет. Возьмите те резинки, которые вы хотите использовать для создания ластика. Я буду использовать резинки розового цвета, и берем их по 2 штучки парами. И практически всегда в процессе плетения этого карандаша мы будем накидывать резинки парами. Берем первую пару и накидываем с первого на второй столбик центрального ряда. Далее берем следующую пару, накидываем со второго столбика центрального ряда на первый столбик правого ряда. Еще одну пару берем, накидываем вот сюда и обращаем внимание вот на что. Представим, что вот это у нас круг. Вот этот столбик является центром этого круга. И сейчас мы делаем лучики. Всего нам нужно сделать 6 лучиков. 3 мы уже сделали. И давайте по часовой стрелке продолжим создание таких лучиков. Вот 4. Сейчас 5 сделаем. 5 готов. И 6 тоже готов. На центральном столбике резинки опускаем максимально вниз. И на этот центральный столбик накинем одну резинку розового цвета. И закрутим ее здесь 4 оборота. Один раз накинули, это 1 оборот считается. Закручиваем 2 оборот. Закручиваем 3 и 4 оборот. Теперь берем карандаш. Берем крючок для плетения карандаша. Заводим его внутрь центрального столбика и отодвигаем резинку, которую закручивали 4 оборота. Далее захватываем пару резиночек, которые находятся выше всего. В моем случае эти резинки относятся вот к этому столбику, и я их накидываю на этот столбик. Далее вновь заводим крючок в центр. Захватываем изнутри пару резинок, которые теперь находятся выше всего. И в моем случае эта пара относится вот к этому столбику. Далее захватываем следующую пару, накидываем вот сюда. Следующую пару вновь из центра к краю накидываем. Предпоследнюю пару изнутри высовываем, накидываем на соответствующий столбик. И, наконец, последняя пара осталась, мы ее тоже захватываем и накидываем вот сюда. На крайних столбиках опускаем резинки вниз для того, чтобы освободить место для накидывания следующего слоя. Следующий слой мы будем накидывать по окружности, тоже парами розовых резинок. Начинаем с любой пары столбиков, например, вот с этой. Накидываем 2 резинки. Далее накидываем на следующую пару столбиков 2 резинки. Далее на следующую пару столбиков тоже 2 резинки. Еще 2. Еще раз 2. И, наконец, замыкаем этот круг, накидывая последнюю пару розовых резинок. Замечательно. Смотрим на боковую сторону столбиков и видим резинки нижнего слоя, 4 штучки на каждом столбике, и резинки верхнего слоя, тоже по 4 штучки на каждом столбике. Наша задача захватить все резинки нижнего слоя на каждом столбике. Ну, начнем вот с этого, например, и с внешней стороны скинем внутрь. Раз. На следующем столбике захватываем нижние, снимаем к центру 2. На следующем к центру еще на одном,
нижние захватываем, скидываем с внешней стороны к центру. И, конечно же, на дальних столбиках тоже захватываем резинки нижнего слоя и скидываем их к центру. Я вот так располагаю станок, чтобы вам было лучше видно, что я захватываю именно резинки нижнего слоя, а не какие-нибудь другие. Опять на всех столбиках опускаем резинки максимально вниз. И нам нужно сделать еще 2 таких ряда, накидывая резинки по кругу. Давайте сделаем это вместе. Накидываем на любую пару столбиков раз пара. Дальше 2 пара. Далее 3. 4. 5. И замыкаем круг 6 парой. Опять обращаем внимание на боковую сторону столбиков. И захватываем нижний слой с внешней стороны, скидываем к центру. Раз. На следующем столбике 2. На третьем столбике 3. Еще на одном 4. Далее здесь 5. И, наконец, 6. И нам остался еще один ряд. Но перед накидыванием мы, конечно, резиночки вниз опускаем, как обычно. И накидываем, давайте, последний ряд розовых резинок. 1, 2, 3. 4. И, как обычно, снимаем нижний ряд с каждого столбика. 4 нижних резинки. Скидываем с внешней стороны к центру. И последний столбик остался. Захватываем и скидываем к центру. Замечательно. Теперь приготовьте резинки того цвета, который вы хотите использовать для создания заклепки, которая придерживает ластик и прикрепляет его непосредственно к карандашу. Обычно эта часть делается из какого-то металла, и поэтому я буду использовать оранжевый цвет, как будто бы какой-то такой оранжевый металл. И сейчас нам нужно сделать вот что. Мы с вами будем брать по одной резиночке и накидывать по кругу. Но накидывать не просто, как обычно, а каждый раз перекручивая 8. То есть накидываем вот так, перекрутив 8. Дальше перекручиваем 8. На следующую пару тоже перекручиваем. Еще раз перекручиваем. Еще. И последний раз. Теперь эти оранжевые резинки опускаем немножко ниже, для того, чтобы освободить место для накидывания следующих оранжевых резинок. А вот следующие мы тоже накидываем по одной штучке, но уже не перекручиваем 8, а накидываем самым обычным способом, тоже по кругу. 1, 2, далее 3, 4, 5 и, наконец, 6. Будьте сейчас очень внимательны. Нам нужно захватить на каждом столбике 2 резинки, которые оранжевые и которые находятся чуть ниже. То есть это те резиночки, которые мы перекручивали 8. Розовые резинки мы пока не трогаем. Итак, нижний слой оранжевых я захватил, скидываю к центру. На следующем столбике захватываю нижнюю пару оранжевых резинок, которые мы перекручивали 8. Дальше на третьем столбике поступаю точно так же. Захватываю оранжевые, скидываю. Еще на одном столбике. Пару захватываем, только оранжевые берем. Розовые пока не трогаем. И, наконец, на 2 столбиках нам еще осталось сделать эту операцию. 1. И последний столбик. 2. Здорово. Опускаем немножко ниже. И сейчас делаем вот что. Заводим крючок в любой из столбиков, например, в этот. И захватываем изнутри
нижние 4 розовых резинки. Высовываем их изнутри и снимаем с этого столбика. Также со столбика снимаем оранжевые резинки, которые на нем остались. Но оранжевые мы крючком не придерживаем, а просто их отпускаем. А то, что придерживаем крючком, мы с вами должны вернуть теперь обратно на этот столбик. Давайте рассмотрим еще раз на следующем столбике. Заводим крючок внутрь, отодвигаем крючком оранжевые резинки, изнутри захватываем все розовые, снимаем их со столбика и снимаем со столбика и оранжевые. И возвращаем обратно на столбик розовые резинки. И на всех столбиках нам нужно поступить именно таким образом. Теперь здесь отодвигаем оранжевые, изнутри захватываем все розовые резинки, снимаем со столбика. И после того, как со столбика слетели оранжевые, мы на столбик обратно возвращаем вот эти розовые резинки. На крайних столбиках опускаем резинки вниз, и сейчас нам нужно приготовить тот цвет, который у нас будет использоваться для корпуса самого карандаша. Я буду использовать фиолетовый цвет, и нам нужно накинуть точнее сейчас не по кругу пока накидываем, а посмотрите, что нам нужно сделать. Мы берем две резинки фиолетового цвета, заводим крючок внутрь любого из столбиков, захватываем эти фиолетовые резинки и вытаскиваем их сверху. Вторую часть возвращаем обратно на крючок и снимаем со столбика розовые, которые на нем были, а вместо них накидываем фиолетовые резинки. Дальше берем еще пару фиолетовых и на следующем столбике поступаем точно так же. То есть заводим крючок, захватываем изнутри фиолетовые, вытаскиваем их сверху, накидываем на крючок другую часть этих фиолетовых резинок, снимаем со столбика розовые и вместо них возвращаем фиолетовые. Еще пару фиолетовых берем. Обращаем внимание, уже получается на третий столбик. Изнутри захватываем фиолетовые. Кстати, иногда может быть легче снять. Я сейчас разверну немножко другим боком станок. Можно сразу снять на крючок розовые, затем накинуть фиолетовые, протаскиваем их, возвращаем обратно фиолетовые и накидываем их на столбик. Следующая пара. Итак, на каждом столбике мы сделали наращение из пары фиолетовых резинок. Теперь нам нужно сделать так, чтобы карандаш у нас выходил из центра вверх. Поэтому мы делаем это следующим образом. Захватываем в центре центральную резинку
И немножко ее так высовываем, чтобы центральная часть у нас слезла с этого центрального столбика. Я несколько раз сейчас говорю слово центральный, но на самом деле так получается. Это не такая не тавтология, а нам действительно нужно с центрального столбика снять центральные резинки. Так, ластик у нас готов, и сейчас мы с вами будем набирать резинки для создания корпуса карандаша. Две резинки берем и накидываем на каждую пару столбиков по кругу, как мы с вами это уже очень хорошо умеем делать. Раз пара. Еще пара. Дальше пара. И, как обычно, снимаем 4 резинки нижнего ряда с внешней стороны к центру. Раз. Два. Три. Опускаем вниз все крайние столбики, а центральную часть, наоборот, немножко высовываем вверх. И таким образом, как мы сейчас с вами делали, сделайте еще 3 слоя, накидывая на каждую пару столбиков по 2 резинки и скидывая резинки нижнего слоя с внешней стороны внутрь. Теперь давайте переходить к созданию лица нашего карандаша. И для создания лица нам понадобятся резинки черного для глаз и красного цвета для щечек. Но сначала мы сделаем слой с глазами, и поэтому берем черные резинки. Сначала возьмем одну черную резинку и накрутим ее на крючке 4 оборота. 1, 2, 3, 4. Дальше берем 2 резинки фиолетового цвета, того же цвета, что и цвет корпуса крючка. Накидываем на кончик, что и корпус карандаша. Накидываем на кончик крючка и скидываем на эти фиолетовые резинки черную, скрученную в 4 оборота. И накидываем эту резиночку на первый столбик центрального ряда и на первый столбик левого или правого ряда, в зависимости от того, с какой стороны мы смотрим на станок. Это будет один глаз. Дальше делаем второй глаз тем же способом. Накручиваем 4 оборота на крючок резинку черного цвета. На кончик крючка накидываем фиолетовые и скидываем на эти фиолетовые 4 оборотика черной резинки. Одну часть накидываем на столбик центрального ряда на первый, а другую часть на первый столбик правого, или, если так смотреть, левого ряда. На все остальные пары резинок мы с вами должны накинуть по 2 фиолетовых резинки, но без какого-либо наполнения, как обычно мы с вами их накидывали. По 2 штучки на каждую пару столбиков. Одна пара, вторая, далее 3. И, наконец, замыкаем 4 парой все это дело. Снимаем с каждого столбика 4 резинки нижнего ряда с внешней стороны внутрь. 1, 2, 3, 4, 5.
И, наконец, на последнем столбике захватываем и скидываем 6. Замечательно. Опускаем резиночки. И сейчас мы переходим к созданию слоя с щечками. Для щечек я использую красные резинки, и технология их создания та же самая, что и для глаз. То есть мы накручиваем 1, 2, 3, 4 оборота красной резинки на крючок, берем 2 фиолетовых, накидываем на кончик крючка и скидываем вот эти красные оборотики примерно на центр фиолетовой пары. Одну часть накидываем на первый столбик центрального, а другую часть на первый столбик другого ряда. Еще берем красную, накручиваем 1, 2, 3, 4 оборота. Опять берем пару фиолетовых на кончик крючка, скидываем все эти оборотики и располагаем. Одна часть на центральный столбик идет, а другая часть на первый столбик правого ряда. И, как обычно, на остальные пары столбиков накидываем по паре фиолетовых резинок. С каждого столбика снимаем резинки нижнего ряда с внешней стороны к центру. Теперь нам нужно сделать рот. Для создания рта берем одну резинку черного цвета и накручиваем ее на крючке всего лишь 2 оборота, а не 4, как мы делали раньше. Далее на крючок накидываем все резинки, которые у нас находятся на первом столбике центрального ряда. Все их мы с вами должны захватить крючком и скинуть черные 2 оборотика черной резинки вот сюда. Далее снимаем с этого столбика все эти фиолетовые резиночки так, чтобы черная у нас прошла вот туда внутрь. И после этого возвращаем на столбик обратно фиолетовые резинки, которые только что мы сняли. И черная резинка, которая у нас относится к рту, у нас находится внутри. Опускаем резинки вниз. И сейчас нам нужно сделать 5 стандартных наших рядов, накидывая по паре резинок на каждые 2 столбика. И так делаем 5 рядов, по крайней мере. Можете сделать меньше, если вы хотите карандашик сделать более коротким, или можете сделать больше, допустим, 7 рядов, если хотите, чтобы карандаш у вас получился более длинным. Я буду делать 5 рядов. Я сделал 5 рядов, и сейчас мы с вами будем сужать этот корпус карандаша и переходить к той части, которая деревянная и которая у нас предшествует самому грифелю. И для деревянной части, конечно, логично использовать коричневые резинки, но мы с вами их чуть позже возьмем, а сейчас нам нужно сделать вот что. Нам нужно избавиться от вот этих столбиков, то есть от первого центрального ряда и от третьего столбика центрального ряда. Давайте посмотрим, как нам это нужно сделать. Сначала нам нужно захватить пару резинок, которые находятся выше, и посмотреть, откуда эти резинки идут. К какому столбику принадлежат. В моем случае видно, что эти резинки у меня относятся вот к этому столбику. Видите, они тянутся отсюда. Поэтому мы их накидываем на противоположный столбик, то есть вот сюда.
Далее берем следующую пару резинок, и они, соответственно, относятся вот к этому столбику. И поэтому мы накидываем их на противоположный. Ту же самую операцию проводим и с вот этими резинками. Давайте сначала возьмем две верхних резиночки и посмотрим, откуда они идут, с какого столбика. Вы видите, что они относятся вот к этому столбику, поэтому мы накидываем их на противоположный. И, соответственно, вот эта пара у нас уже наоборот идет с этого столбика, и поэтому мы накидываем ее вот сюда. Замечательно. И у нас вместо 6 столбиков теперь осталось 4. Далее. На каждом столбике сейчас находится 6 резиночек. Нам нужно захватить 2 нижних резинки с каждого столбика и с внешней стороны скинуть внутрь. И остается 4. Обычный слой из 4 резинок. Здесь тоже 2 захватываем, скидываем к центру. И на дальних столбиках тоже нам нужно захватить 2 нижних резинки и скинуть их к центру. Раз. И здесь тоже 2 захватываем и скидываем к центру так, чтобы у нас осталось всего на столбике 4 резинки. Замечательно. А вот теперь можно перейти уже и к коричневым резинкам. Нам нужно накинуть их по кругу, но даже это теперь уже у нас не круг, а такой прямоугольник получается. Берем 2 коричневых резинки и накидываем вот на эту пару столбиков. Следующую пару коричневых резинок накидываем на следующую пару столбиков. Дальше еще 2 коричневых берем, накидываем вот сюда. И еще одну пару коричневых накидываем вот сюда. И, как обычно, с каждого столбика снимаем 4 резинки нижнего слоя. Отсюда раз, отсюда 2. И с дальних столбиков делаем то же самое. Раз и 2. Замечательно. Теперь можно взять еще по паре коричневых резинок и сделать еще один точно такой же слой. Берем раз, далее на следующую пару столбиков коричневые идут 2, еще пара коричневых и замыкаем прямоугольник последней парой коричневых резинок. И опять с каждого столбика снимаем 4 нижних. Раз, 2, на дальних 3 и на последнем столбике 4. Теперь избавляемся еще от 2 столбиков и по той же технологии, как делали чуть раньше. То есть нам нужно убрать вот этот столбик и вот этот столбик. Захватываем 2 резинки верхних вот этого столбика и смотрим, откуда эти резиночки идут. В моем случае, сейчас они у меня немножко улетели, но мы их вернем. Так, замечательно. Посмотрим, откуда они идут. В моем случае одна, по-моему, идет вот отсюда, а другая резинка идет вот отсюда. Потому что мы с вами взяли не совсем верхние резинки, а у нас как бы немножко перепуталось. Поэтому вернем, например, одну резиночку обратно и захватим вот эту пару. И теперь уже четко видно, что эта пара у нас относится вот к этому столбику. Вы видите, что они идут с этого столбика, поэтому накидываем на противоположный. А другая пара идет вот отсюда, поэтому мы накидываем ее на противоположный. И теперь разбираемся вот с этим столбиком. Давайте развернем станок. Захватываем 2 верхних резинки и смотрим, откуда они идут. Ну, здесь очень хорошо видно, что они идут вот с этого столбика. Поэтому накидываем вот сюда. А следующая пара идет на противоположный. Замечательно. И на каждом столбике снимаем 4 нижних резинки. Раз.
И здесь тоже 4 снимаем. Теперь сделаем еще один слой из коричневых резинок. Берем парочку, накидываем с этой стороны от карандаша. И берем еще парочку, накидываем с другой стороны от карандаша. Берем наш крючок и снимаем с каждого столбика 4 нижних резинки. Отсюда. И здесь тоже 4 резинки нижнего слоя снимаем. Здорово. И теперь мы готовы всю эту конструкцию снять со станка. Заводим крючок вот сюда, захватываем все резиночки. И заводим крючок вот сюда, захватываем все оставшиеся резиночки. Теперь нам понадобятся резинки черного цвета, 2 штучки. Сначала возьмем одну из них и скрутим ее на пальцах в 2 оборота. Накинем на кончик крючка и проведем сквозь все петельки, которые на крючке находятся. Вторую часть возвращаем обратно на крючок. Теперь берем одну резинку, накидываем на крючок и протаскиваем сквозь все петельки. Из этой черной резинки мы сделаем петлю, заведя одну ее часть внутри другой части этой же черной резинки. И затягиваем, немножко расправляя так, чтобы остренький кончик у нас был по центру. Затягиваем, и все, наш карандаш готов. Чтобы нам не мешала эта петелька, мы с вами ее можем куда-нибудь внутрь вплести, но не слишком сильно, чтобы не потерялась вот такая острота кончика. Так, и вот так я ее вплетаю. То есть я ее вплел, и потом, что осталось, скручиваю и накидываю сверху просто. Вот так. Вот. Что-то типа того у нас должно получиться. Вот. Карандаш готов. Не просто карандаш, а веселый и радостный карандаш. Что-то вот это все равно мне петелька не нравится. Я ее сейчас еще куда-нибудь вплету, чтобы все-таки придать более правильный вид. Ну, вот так примерно. Вот наш карандашик готов, и я надеюсь, что у вас тоже он получился. И надеюсь, что вам понравился этот урок. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и можете даже сделать целую коробку разноцветных карандашей, которыми вы будете писать какие-нибудь добрые пожелания, добрые слова и радовать друзей и близких такими подарками. До новых встреч. Пока!